Новая линейка AIDD. Наконец-то вывели функцию очистка барабана в меню программ. И молодцы, доработали заливной диспенсер или порошкоприемник. Отверстия теперь направлены вниз, как и положено. Груз теперь снизу, сзади. Тут пустота. А зато ТН теперь спереди. Здорово всем! Сегодня обзор стиральной машины LG, новой линейки AIDD Direct Drive на 8,5 килограмм. Сделана в Китае. Машинка из новой линейки, из современных LG. Здесь заявлена возможность вот это AIDD. Небольшое отступление. Кому нужна помощь с выбором стиральной машины, пишите в Telegram, ссылка в описании. Я помогаю выбрать стиралку, подберем вам хороший аппарат по оптимальной цене, услуга платная. Так вот, вот эта новая технология AIDD, как заявляет производитель, что машинка не только может взвешивать вещи, да, количество белья, но также и определять каким-то чудесным образом тип ткани. При попытке понять, как это все происходит, да, ну, надо же алгоритм всего действия представлять. Ну, на официальном сайте они не раскрывают, к сожалению, секрета. В принципе, все ожидаемо, то есть машинка своим хитрым мотором, прямым приводом, собственно, вот он достаточно стандартный, на предыдущих поколениях мотор вот точно такой. Управляет им драйвер, который находится вот под этим радиатором, не путать вон с тем процессором. Здесь еще одна вот сборка под радиатором, большая черная микросхема. И вот с помощью специальных алгоритмов этот мотор каким-то образом выясняет, что за тип ткани у вас в машинке. Ну, мне тяжело, конечно, представить, как это реализовано. Взвешивание можно еще там понять, да, как это можно сделать там по нагрузке, там по, может быть, токам, напряжением и так далее. А вот тип ткани, ну, оставим как бы это на совести производителей. Ну, раз заявлено, да, что тип ткани определяет, ну, видимо, определяет. Раз заявлено, что здесь пар, а его нету, да, отдельной паровой установки здесь нету, вот как раньше на LG True Steam здесь стоял нагнетатель, дополнительный ТН, все это уходило в манжету, вот настоящий пар. Здесь пар заявлен, его нет. Ну, как бы делать выводы только вам. Я вам озвучил, как это все производитель преподносит. Дизайн. Ну, в целом машинка достаточно стандартная, как и предыдущие многие LG-шки. Нету даже тонированного люка, здесь обычное стекло, и это плюс, потому что вы не зажмете манжеты вещи, не вырвете себе манжету, так как вот эта манжета вообще нестандартная, видно, да, вот здесь заливные всякие сопла, какие-то вот 4 ушка, непонятно зачем, ну, возможно, чтобы вещи не зажевывало под барабан. Что тут еще из дизайна? Необычного практически нет ничего. Та же стандартная наклеечка, 10 лет гарантии на прямой привод, причем это гарантия на мотор, да, подчеркиваем, не на электронику, которая им управляет, не надо обольщаться. Посмотрим толщину металла, может быть, здесь заложено что-то, ну, знаете, ребра на месте жесткости, да, ну, приемлемо. Не консервная банка, она, конечно, играет, но очень в разумных пределах. Давайте посмотрим, вот перед у них больное место, да, вот здесь вот как раз не хватает несколько микрон толщины, вот она на отжиме будет слегка панель туда-сюда играть. И отличие китайской сборки, что вот эта задняя панелька, она потолще, чем у российской. Программы. Программ много, прям целые россыпь, хлопок, эко, смешанные, повседневные. Ну, в принципе, все есть. Паровой цикл, которого нет. Ну, как же нет, да, ладно. Справедливости ради, то есть тут от основного тена она набирает там немного воды, начинает греть, там внутри пар, ну, в общем, вы поняли. Так, деликатная шерсть спортивная, быстро 14, интересно. Пуховые вещи
хорошо. Полоскание отжим или отжим, кому как больше нравится. И очистка барабана вынесена наконец-то на панель. Это здорово, потому что раньше тут многие люди не знают, что есть такая замечательная функция. У меня на канале есть видос про очистку барабана. Кому интересно, обязательно посмотрите. И она раньше была вот здесь вот за комбинацией нажатия на кнопки, а здесь все вынесено, плюсик. Здесь, значит, панель, кнопки сенсорные, но сразу плюс то, что обычные механические кнопки, самые главные, включение и пуск, и селектор программ тоже, соответственно, классический. Также здесь регулировка температуры 20, 30, 40. 30 есть, отлично. Отжим регулировка 4600, 800, 1000, 1200 тоже нормально. Есть полоскание плюс, это прям реально плюс. Интенсивная норм. Звуковой сигнал выключить. Хорошо вынесли сюда. Блокировка кнопок от детей, но весь бред в том, что кнопка самое главное включение, она продолжает работать даже при включении блокировки клавиатуры. Новый вот этот значок АИ, видимо, внутри, я не знаю, какой-то голова, что ли, что это такое. Видимо, он в начале стирки, вот как раньше было взвешивание, да, ну как раньше, на LG как было взвешивание, а теперь здесь вот вместо весов на других моделях, да, на предыдущих, здесь теперь будет вот такой значок АИ, новая технология, это круто, конечно, да. Ну, должна быть у машинки какая-то фишка, да, но уже это взвешивание там 10-15 лет ему, но надо же что-то новое придумать, придумать в смысле, да. Ну, вот так вот. Из нового у них таки, наконец, другой лоток. Смотрите, какой интересный. Это основной, все, значки, замечательно, предварительный и кондиционер. Вот мне нравится вот такой лоток, основной отдел большой, видно его, понятно, да. Давайте вот его вытащим, нажимаем на push. Здесь вот такой стопор. И вот заглянем внутрь. Машинка уже работает где-то на протяжении 2 лет, поэтому следы эксплуатации, понятно, будут. И смотрите, они изменили и модернизировали заливные, наконец-то, заливные отверстия. Смотрите, они их сделали, как и положено, наконец-то вниз. Особенно вот эти вот крайние, видите, они теперь не в бок сюда, вот в эту вот как бы панельку, да, они теперь, как и положено, будут бить в лоток. И эта проблема, текущие порошкоприемники, да, или вот диспенсеры у LG, это уже, я не знаю, на протяжении порядка 15-20 лет была эта проблема. И наконец-то они прислушались и изменили. И кстати, здесь вот на этой конкретно машинке небольшие вот следы есть подтекания, но в целом этой проблемы здесь не наблюдается. Вот этот текущий левый бок, если лицом стоять, здесь такой проблемы нет, вот благодаря тому, что наконец-то они модернизировали заливной диспенсер. Ну и он такой вот теперь длинный, он другой, соответственно, сюда обычный LG не пойдет. И смотрите, секрет-то был прост, да, ларчик-то просто открывался. И шов теперь у нас, смотрите, чистый, никаких нету здесь, ну, почти никаких, да, нету налетов, немного все-таки осталось какой-то. Но она не течет, да, видно, что и там вон внутри нету подтеков, как обычно у LG, это самая их типовая такая болячка. Ну, хорошо, не прошло и 15 лет, норм. Так, ну давайте ее вот включим, смотрите. Вау, такой кругляш вообще прям, я еще хочу, смотрите. Сейчас я даже выключу подсветку, смотрите. Ух ты, вот это реально классная тема. Так, цифры белые, крупные, прям хорошо издали будет видно. Вот, кстати, значки очистка барабана, TCL, да, не путать с китайской маркой машинки. Это что-то там Tram или Tank Cleaner, ну что-то вот такое вот. Кто в курсе точнее, чем я, напишите в комментариях, как точно эта аббревиатура расшифровывается. Так вот, значки все, смотрите, регулировки, все это сенсорное, но основные, опять же, кнопки механические, это все очень хорошо. Вот полоскание плюс, добавить белье, это, видимо,
остановка, да, во время стирки. Здесь замок быстрый, естественно, есть функция до загрузки. Также есть Smart Diagnosis. У меня тоже на канале есть про это видос. Посмотрите, здесь суть в том, что у системы есть упрощенная урезанная система диагностики. Ну, у этой машинки, то есть система диагностики. И можно там с помощью смартфона, специального приложения определить такие простенькие неисправности. Конечно, все определить не получится, но что-то она там вам покажет. Так, давайте заглянем внутрь машинки. Сначала посмотрим стандартный лючок. Ну, здесь без сюрпризов. Предварительный шланчик, обычная пробка, напоминалки. Все. Ну. Итак, теперь внутрь заглянем. Здесь механической кнопки нету. Тянем люк на себя. Замок быстрый. Конечно же, напоминалки. Все это тоже хорошо. Петля массивная, металлическая, нормальная. Крючок вот такой вот. Ну, стекло стеклянное, да, как всегда. Наклеечка тоже с информацией. Манжета. Вот она какая-то прям совсем непростая. Упругая достаточно, нормальная. Не промокашка. Вот эти вот прям ушки. Так много их. Форсунка, видимо. Заливная. И смотрите, здесь не только бак, соответственно, другой, да, здесь и барабан, смотрите, два металлических уже порога бойника, они же разрыхлители, они же лопасти, ну и вы поняли, еще как хотите, так и назовите, да. Здесь вот всякие такие выпуклости, впуклости, простите меня за мой русский, отверстия, соответственно, но сразу вот, конечно, металл тонковат, особенно вот эта стенка, ну прям хотелось бы сюда чуть-чуть потолще. Здесь вот пока еще в норме, но вот здесь, конечно, уж совсем экономия, понятно, металл, и все производители сейчас жалеют, ну как бы тут все-таки нагрузка может быть на него, поэтому хотелось бы потолще. Ну и вы уже увидели, да, тут, то есть 8,5, это, конечно же, опять же, в мечтах маркетологов, по факту, ну, килограмм на 7, наверное, она настоящих потянет, ну да. И смотрите, за счет чего, то есть машинка достаточно узкая, и вообще почти зазоров не остается между баком и корпусом. И вот при небольшой уже вибрации, небольшое биение, она может стучать об панели. Здесь вот как раз такое иногда происходило. Начинка. Смотрим, значит, про бак уже нового поколения мы сказали. Здесь сетевой фильтр, прессостат более-менее стандартный. Плата управления вверху по-прежнему залита компаундом. В этом плане все хорошо. Китайская сборка, поэтому грузы в пластиковых кожухах. Вон один, там второй. Все аккуратно, все убрано, все везде. Провода, кстати, обратите внимание, обмотаны специальным, вот как он идет, как типа тряпочный пластырь. Ну, это такая специальная изолента, как раз от перетирания. Смотрите, вот, да, зацените, китайская сборка все-таки, где хомутик, да, чтобы мало того, что изолента, еще и вот такой специальный вот какой-то тоже, ну, тоже какая-то изолента, чтобы не перетиралось. Потом вот наклеили пластиковый кранчик, молодцы, чтобы, не дай бог, вода сюда не попала. Ну, вот такие вот в мелочах. Вот она как раз китайская сборка отличается. Сразу шумоизоляция, да, шумка так называемая по бокам приклеена. Смазочка на пружинах, тоже мелочь, а приятно. Причем, сейчас я посмотрю, сверху, а снизу там что, да, тоже немного смазано. Клапаны. Что тут у нас еще? Ну, в принципе, тут все. Сзади у нас мотор, потом груз убранный. Сверху почему-то они наверх его не ставят. Видимо, здесь место припасено для как раз какой-то паровой установки или, может быть, для сушки. Но так здесь ее нет. Кто мешал сюда поставить груз наверх, да? Ну, нет, вот они перешли вот на такую компоновку с нижним грузом. По факту тоже может быть логично, потому что прямой привод-то он на валу, да, здесь внизу мотор уже не мешает, можно груз сюда
закрепить. Далее там какой-то пластиковый поддончик появился, но с дыркой. Смотрите, какой патрубок сливной, здоровый такой, прям рукав. Камера прессостата, улитка сливная и сливная помпа. Место вон есть, вон с той стороны, это под вторую помпу циркуляционную, но ее здесь нету, просто там заглушено. Амортизаторы, обратите внимание, тоже смазочка на направляющих дюбелях. Тоже в российской сборке я такого не встречал. Но амортизаторы самые стандартные, индекс нагрузки 100, ну самые обычные. Конечно, в такую машинку уже борзую, как я их называю, да, сюда бы суспу можно было бы поставить. Так, что тут еще у нас внизу? Вот, смотрите, все замотали. Мало того, замотали клееночкой, так еще и проволочкой. Все как конфета у них получилось. Ну, круто, круто. Ну вот еще из необычного. Провода мотора, видите, как сбоку теперь. То есть, получается, они статор повернули. Статор обычно стоял проводами вниз, да, выходил контактом. Теперь он вправо, опять же, груз, потому что здесь... Ну и давайте ее включим, запустим вот 14 минут программу, 20 градусов, 400 оборотов, ну нормально, быстренько, освежить. Залив по-прежнему порционный, прерывистый. Это горит лампочка добавить белье, что вот в тот момент, когда еще можно поставить на паузу, открыть люк, если, соответственно, она погасла, видимо, все, уже вода выше, значит, он не откроется. И залив, как я предполагал, через эту форсуночку, или даже не форсунка, тут целый прям такой патрубок заливной. Ну вот, машинка стирает достаточно тихо, слышно в основном всплески воды. Особо не слышно, как она работает. Небольшое отступление. Кому нужна помощь с выбором стиральной машины, пишите в Telegram, ссылка в описании. Я помогаю подбирать стиральную машину. Выберем вам хороший аппарат по хорошей цене. Услуга платная. Вот как-то так. Такой вот интересный аппарат. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, пишите комментарии. Стараюсь на все отвечать. Ну а выводы, конечно, как всегда, делайте сами.